царь Давид вручает военачальнику Урии послание, адресованное командующему Иоаву. В нем смертный приговор Урии. Гравюра XIX века с картины Якоба Баккера, художника Рембрандтовского круга. Баккер написал своих Давида и Урию раньше, чем Рембрандт своих. Но кто на Эрмитажной картине составил компанию царю и воину? Специалисты высказывают разные версии. Мы рассмотрели их в предыдущем фильме. Туповато глядящий перед собой юнец на картине Баккера аналогичен своим сверстникам у Ластмана и Гверчино. Это секретарь Давида. Сведения об истории Давида содержатся во второй книге царств. Автором книги считают пророка Нафана. Вглядываясь в прошлое, он задумчиво покусывает кончик пера. Перед ним толстый фолиант, чистые листы которого предстоит заполнить. Прошлое является подобно изображению на холсте. Якоб Баккер искусно связывает героев, усаживая Давида на стол, за которым сидит Нафан. Но передача письма Урии и запись этого сюжета Нафаном происходили не одновременно. Художник размещает Нафана на первом плане, наряжает в притягивающее внимание золотистый плащ, из тех, которые так любил Рембрандт. Этими приемами Баккер приближает пророка к нам, зрителям. К тому же, с большим искусством он выбирает угол, под которым фигура Нафана развернута в сторону остальных участников сцены. При всей близости на холсте пророка и царя между ними дистанция, как между вспоминающим и тем, кого вспоминают. Действительно, а не Нафана ли Рембрандт усадил за спиной Урии? Композиция иная, чем у предшественника и близкого коллеги. Зато персонаж, слишком старый для писца, летами вполне годится для должности летописца. Рисунки Рембрандта. Урия отправляется в армию, погибает в свирепой кавалерийской рубке. Гонец сообщает царю о смерти его верного воина. Видно, что он опасается царского гнева, но Давид настроен вполне философски. Версавия встретила весть о гибели мужа со сложным чувством. У нее профиль Саскии. Хранящийся в Лувре шедевр Рембрандт написал через 12 лет после смерти жены. Мертвые не стареют. Свежее лицо женщины одухотворено глубоким переживанием. Алый кусочек сургуча, которым было запечатано письмо, напоминает о пролитой крови воина. Печаль Версавии обусловлена не одной лишь потерей мужа. С гибелью Урии прервалась для женщины связь с народом хеттов, которому она принадлежала. Такие вещи не вдруг нами осознаются, особенно в молодости. Однако разрыв со своим народом действительно способен лишить человека духовной почвы и переживается впоследствии куда безнадежнее, чем потеря одного, пусть близкого, человека. Вдовствовала Версавия недолго.
В центре холста Рембрандт разместил свернутый золотой плащ. Таким он всегда наделял библейских цариц. Потеряв мужа, после траура красавица переехала во дворец, родила царю сына. План Давида, ради которого в жертву принесен был Урия, удался. Все вроде благополучно сошло, да оказалось, что сделанное Давидом совсем не угодно Господу. Об этом царь узнал от пророка Нафана. На рисунке Рембрандта пророк словно актер, ожидающий очереди выйти на сцену. Ему есть что сказать царю. Псалтырь короля Карла Лысого из Национальной библиотеки Франции. Резьба по кости, XII век. После гибели Урии к Давиду является пророк Нафан. Он рассказывает царю притчу. Богач, имевший множество овец, выкрал единственное достояние соседа, любимую им овечку. Спрашивает Давида, как царя и судью, чего достоин такой скотовод? Смерти, гневно отвечает царь, рассудив по закону, ссылаясь на самого Господа. Так ведь это история про тебя, возражает пророк. Бурно жестикулируя, Нафан раскрывает оробевшему Давиду смысл аллегории. Овечка, похищенная у бедняка, это Версавия. Верный царю и любящий жену Урия предан ими обоими и коварно убит. Царь озадачен, дошло, он сам вынес себе приговор по закону Моисея именем Господа. Сдержанная, по выражению чувств, миниатюра на странице средневековой Библии. Полное движение – картина обличения Давида у Якоба Баккера. Примерно то же на острохарактерном рисунке Николаса Масса, ученика Рембрандта. Масс перенял у мастера не только художественную манеру, он находился под влиянием рембрандтовского понимания библейских сюжетов. Услышав обличение пророка, царь едва не под стул прячется от страха. Словно пресс, грозящий раздавить, оказывается над ним книга с законами Моисея, по которым он призван судить Израиль, и значит, самого себя. Рембрандт передает душевные движения средствами минимальными. Ту же сцену интерпретирует куда сдержаннее, чем ученик, предпочитавший внешний эффект. Пророк лишь слегка поворачивается и приподнимает руку с указующим пальцем. На контрасте с непринужденным движением пророка царь втиснулся в кресло, остекленевшим взглядом он смотрит в будущее. Быстрое и искреннее покаяние спасает царю жизнь. Пророк мгновенно сообщает о прощении. Давид – библейский счастливчик. Рисунки Рембрандта. Царь не будет лишен жизни, как полагалось бы по закону, но благодать Господа покидает Давида. Отныне не будет все устраиваться к его пользе. Усилия его не смогут отныне упорядочивать Израиль. Наоборот, все, делаемое царем, будет на его глаза приходить в полнейший беспорядок, и в этом смысле много чего произойдет. Так верно ли распространенное среди знатоков мнение, что слева, за спиной Урии,
изображен Нафан. Проще всего возразить, что Нафан не присутствовал при передаче письма Урии. Согласно Библии, пророк явился к Давиду позже. Версавия к тому времени успела оплакать мужа, переехать в царский дворец и родить Давиду сына. Только после этого Господь послал пророка к царю. Но это как раз поверхностный аргумент. Истинный художник творит, свою реальность он создает, и в этой сотворенной реальности времена и люди существуют иначе, по иным законам, чем в реальности повседневной. В высшей степени это относится к Рембрандту. На рисунке Рембрандта пророк входит к царю сразу вслед за гонцом, сообщившим о гибели Урии, словно дожидался очереди, чтобы произнести свое обличение. Между тем, Нафан – посланник Господа, он обладает правом явиться без очереди и предварительной записи к любому из земных владык. Вполне пользуется этим правом пророк на картине современника Рембрандта Бартоломеуса Штробеля. Бурная сцена разоблачения царя при женах и придворных. Также прилюдно разыгрывает эту сцену неоклассик Эжен Сиберт. Вернемся в древность. Капитель романской базилики в аббатстве Святой Марии Магдалины в Везле во Франции. Пророк осуждает царя скупым, но вполне определенным движением. В аббатстве Святого Креста страшен в гневе Нафан с замечательными казацкими усами. Вспоминается заодно пророк, каким увидел его израильский художник XX века Абель Пан. Трудно, надо сказать, сочетается с персонажем картины Рембрандта. Рельеф бронзовой двери в парижской церкви Мадлен. Жестикуляция решительна, характер отношений царя и пророка ясен, тем более, что показаны все действующие лица, включая персонажей притчи о скотоводах и умершего младенца. Тоже на иллюстрации Юлиуса Карольсфельда. У Рембрандта пророк эффектных жестов не делает, но и у него, как у всех других художников, Нафан и Давид, во-первых, непосредственно общаются, и, во-вторых, в общении этом предельно ясно различимы разоблачитель и виновный. Старик и царь Давид существуют на картине Рембрандта в параллельных мирах, или, что точнее, в разных временах. Царь совершенно безмятежен, тогда как старик выглядит виноватым, что для пророка, посланца Бога, согласитесь, просто немыслимо. Таким образом, гипотеза тех, кто видит здесь пророка Нафана, крайне малоубедительна. Добросовестно обсудив существующие версии понимания Эрмитажной картины Рембрандта, в следующем фильме мы поделимся своей.